I am glad that some of the other lecturers have been talking to you about theology and other good things. Я очень рад тому, что вы слышали целый ряд богословских презентаций и еще услышите. But to begin our afternoon, we're going to talk about practical ministry. Но, начиная с этого момента, мы будем говорить о практическом служении. All around the world, we have this problem in the Seventh-day Adventist Church. Почти повсюду в рамках Адвентистской церкви мы сталкиваемся с этой проблемой. Churches grow to a certain place and then they seem to plateau and don't keep growing. Церкви вырастают, и затем выравнивается их жизнь, и они не растут больше. And it really was a concern to me that that was happening. И я всегда думал об этом с большой тревогой, почему так происходит. And sometimes you can keep adding people to the church, but the church still stays about the same size. И несмотря на то, что время от времени, а может быть постоянно, люди прибавляются к церковь, но количественный рост остается прежним. So they call these attendance barriers, where churches grow to a certain place and then they stop growing. Поэтому мы называем это тенденциозным или причинным барьером для роста церкви. That was the topic that I chose for my doctoral dissertation. Я избрал эту тему для своей докторской диссертации. And so I worked with and did a study to understand why churches plateau. Поэтому я исследовал довольно-таки серьезно, почему церкви, достигая определенного количества, дальше не растут. I was pastoring a church while I was doing this study. Я также был пастором в то время, когда занимался подготовкой своей докторской диссертации. And I took what I learned in that study and applied it to my church. И как только я приобрел некоторые знания, я тут же начал их применять в своей общине. And the church doubled in size. И церковь спустя несколько времени увеличилась в 2 раза. And I was assigned to another church, and I was able to double the size of Меня that. направили в другую общину, и спустя какое-то время опять церковь удвоилась количественно. I like Bible stories. Do you like Bible stories? Мне нравятся библейские истории. Вам нравятся библейские истории? I used to read Bible stories to my children from the time they were babies all the way up. Когда мои дети были еще маленькими, я начал читать им истории Библии и продолжил, пока они не выросли. And I love stories where God does great miracles. Мне нравятся истории, в которых Бог совершает чудеса. The story of Elijah and fire coming down from heaven. История Ильи, который сводил огонь с неба. And the story of David and Goliath. История Давида и Голиафа. And the story of Jesus feeding 5,000 people. История Иисуса, который смог накормить 5000 человек. And I love those Bible stories. Мне нравятся эти библейские истории. But there's one Bible story that gives me lots of trouble. Но одна библейская история довольно-таки серьезно беспокоит меня. I have even said, sometimes I wish it was not in the Bible. Иногда я даже говорю себе, лучше бы ее и не было в Библии этой истории. And that's the story of Noah. И это история Ноя. Because when I tell my church that God is able to help us to grow, this story has been a problem. Потому что, когда я говорю церкви своей, вам нужно количественно расти. Здесь мы все сталкиваемся с историей Ноя. Because I will go to a church and become their pastor, and I want to tell them that God is able to help us to grow. Когда я прихожу в новую общину, я хочу сказать им, Господь призвал нас для роста. And I will tell them that we're going to go and we're not going to have attendance barriers, where our church is going to get bigger. Я также хочу сказать им, никаких барьеров роста у нас не будет, мы будем постоянно возрастать количественно. And I preach about that for a long time. И в течение долгого периода времени я об этом проповедую. And I will be in a board meeting, and some elder will bring up the story of Noah. Я встречаюсь во время совета с членами совета, и вот кто-то из пресвитеров напоминает мне историю Ноя. And what the elder will say, и вот что говорит пресвитер в этом случае. Pastor, Noah preached for 120 years and only 8 converts. Посмотри, пастор, 120 лет проповеди Ноя и только 8 человек обращенных. So maybe we shouldn't grow either. Может быть, и нам не нужно расти. There are so many excuses as to why
we as a church should not grow. Так много извинений, почему мы как церковь не должны количественно расти. Some people have told me that it's not the right time to grow. That's only for the end of time. Некоторые говорят, не сейчас время роста, только последние дни земной истории церковь вырастет количественно. And another thing I hear often is saying, well, the church or the pastor is just not spiritual enough. А другие говорят, а лишь потому, что пастор у нас недостаточно духовная личность, поэтому мы не растем количественно. Someone else will say society is just too secular. They don't want to listen to the gospel. Другие общества наши секулярно, поэтому им и не нужно, они не хотят слышать о Евангелии. And others will say, oh, the pastor, if he would just work harder. Пастор, вам нужно усерднее, более усерднее трудиться. Someone else will say, if only the mission or the union or division will send us the right program, we can grow. Если бы только, говорят, третий или четвертый дивизион, унион прислал нам нужную программу, тогда бы мы точно росли количественно. If we only had more money and resources, then we could grow. Если бы только у нас было больше денег, других ресурсов, тогда бы мы точно росли количественно. And then we would have someone who would say, if we only, that we need to realize that we're the remnant church, and so that means small. А кто-то говорит, а мы ведь остаток церкви, поэтому остаток и останется маленьким по количеству. So I have to say no, no, no. И я должен на все это говорить нет, нет и еще раз нет. Because just because we're the remnant church means the last day church. It doesn't mean small. Когда мы говорим об остатке, мы говорим о церкви последних дней, но не о маленькой по количеству. What I discovered when I studied attendance barriers was something that made a big difference in my ministry. И вот что я раскрыл, когда изучал эти барьеры, препятствующие росту. Если их устранить, вы можете достичь успеха. I discovered that a church is designed to hold a particular number of people. Я обнаружил, что изначально каждая община создается такой по размеру, в которой больше членов церкви, чем есть сегодня, там быть не может. And if you structure your church in only one way, it's only going to grow to a certain place and it's going to stay at that place. Поэтому, когда в этой церкви, которая была построена для того, чтобы или создана, сконструирована в вашем сознании или сознании церкви вмещать определенное количество людей, больше она не вмещает. And so when you get up to that plateau, if you want your church to grow, you have to change the structure. Вот почему, когда вы достигаете этого потолка роста церкви, вам нужно реструктурировать ее, поменять ее систему внутреннюю, чтобы начать опять расти. I want to show you some churches, and I've set several churches, and they're structured very differently. И я хочу показать вам несколько примеров. Они отражают церкви по структуре своей. Here's the first church. И вот первая церковь. It is made so to only hold so many people. Она построена по такому типу, что там туда могут войти только несколько человек. And it's still got room. This church is not full. Как вы видите, она все еще не заполнила, там еще есть несколько мест. But until they change the structure, it's only going to grow to a certain И до тех size. пор, пока структура церкви не будет изменена, она никак не может расти больше своих возможностей. When I talk about structure, I'm not talking about the building. Когда я говорю о структуре церкви, я не имею в виду здание. Talking about much more than that, and I will define it. Гораздо более глубокий смысл я в это вкладываю и чуть позже это объясню. This church can maybe hold a little more than the Вот last эта one. церковь может вмещать чуточку больше людей. And this church is designed so people can really feel like they're working hard. И эта церковь построена по такому типу, где люди, которые трудятся, они чувствуют, что делают большую работу. Well, there's some people not working hard, but others are working very hard. Как вы видите, некоторые прилегли, а другие по-настоящему толкают. That sound like your church? Так, похоже, ваша церковь, на это похоже ваша церковь. I hear some yes. Some of them. Yes. But it's not going to go very far because it's structured so that it can't grow very Но, much. как вы видите, рост церкви и Слово Божие, так она озаглавлена.
Maybe I'll just let you read this to them. Я сейчас прочитаю это высказывание. «Меня огорчает настрой, — говорит автор, — на то, что нам следует ожидать медленного роста. Это совершенно чуждо Новому Завету, который, напротив, изобилует живописными образами, показывающими, что мы вправе ожидать рост, как физический, численный, внешний рост, так и духовный, качественный рост изнутри. Существительные глаголы в Новом Завете не оставляют места для состояния застоя. Учение Иисуса было проникнуто предвкушением роста». This author says that the Bible is full of growth language. Этот автор говорит, что в Библии полно призывов к росту. And he talks about, through his book, all the places that God is talking about growing. И в этой книге этот автор показывает многие места, где в Библии говорится о количественном росте, не только. And Jesus' parables were full of growth. А притчи Иисуса полны призыва к росту. He had the parable about putting some leaven or yeast in the bread and it fills the whole loaf. Он рассказывает притчу о дрожжах, или еще как-то по-другому называется в Библии дрожжи, закваска, которая помещается в небольшим количеством теста, и тесто растет. And he talked in another place about how in Matthew chapter 13, where you take a little bitty seed and you put it in the garden, it becomes a huge plant. А в 13 главе речь идет о маленьком семени, из которого вырастает огромное дерево. That's kind of like our churches, little bitty church, put it in the city and it grows very large. Подобно нашим общинам, небольшим по количеству в настоящее время, но которые могут заполнить своим влиянием город. In Acts, especially in the early part of Acts, it talks about how the church, they would go out and preach and thousands of people would join the church. Деяния апостола, особенно в начале, говорится о тысячах и тысячах людей, приобщающихся к церкви. It even says that God added to the church daily. Да, здесь также говорится, 2:47, ежедневно Бог прилагал спасаемых к церкви. The Bible is full of language of God blessing and growing great things. В Библии это основа, язык роста, основа для библейского повествования. And one of the things He wants you to grow is this church. Поэтому Господь ожидает роста и от нашей с вами церкви, от своей церкви сегодня. When my church began to grow, some people were not so excited about seeing new people come in. Когда наша церковь, где я был пастором, начала расти, я увидел, как некоторые люди не очень довольны, что новые люди приходят в церковь. And they would come to me and they say, Pastor, Ellen White says churches are only supposed to have 200 people in each church. И они начали подходить ко мне и говорили: пастор, Елена Уайт писала, что церковь более 200 человек не должна быть по количеству. And somebody else said, well, pastors should only be 300 people in the church. А другие подходили ко мне и называли цифру 300 человек, но не больше. So I wrote to the White Estate to ask him what Ellen White said. Поэтому я написал в Центр исследований трудов Елены Уайт и спросил их, а действительно ли она определяла общины количественно. And the White Estate wrote back to me and said, Ellen White makes no statements that should limit how large churches should be. Мне ответили и сказали, что она не делает никаких заявлений, которые бы ограничивали численность наших общин. God wants us to grow His church, and Ellen White was excited about that too. Господь желает видеть растущие церкви, и Елена Уайт поддерживала всегда рост общин. In United States, there was a church in San Francisco that Ellen White and James White donated a large amount of money to help build. В Сан-Франциско, город Соединенных Штатов, была большая церковь, строительство молитвенного дома, который был поддержан финансово как Еленой, так и ее супругом Джеймсом. And it was a very large church. И это была очень большая или крупная по количеству церковь. And they took and they sold a home that they had and they gave the money to build that church. Елена Уайт вместе с супругом продали свой дом, переехали в другой, а оставшиеся деньги пожертвовали на строительство этого храма. And in today's dollars, I'm not sure what it would be in rubles. I should have computed it, but $115,000. Но на сегодняшний день это очень большие деньги, если сравнить по тем временам, они пожертвовали $115 тысяч.
Now, if they didn't think that if they should have very large churches, they didn't have to help build this church. И если бы они выступали против больших церквей, они бы никогда не поддерживали строительство молитвенного дома на такое количество людей. In the early 1900s, I think it was 1907, I think, there was an earthquake in San Francisco. А в 1906 или 1907 годах произошло землетрясение в Сан-Франциско. Many buildings were destroyed and many fires burnt down a lot of the city. Многие молитвенные дома или храмы были разрушены или погибли в огне. But this says that God stopped the fire before it got to this very large church. Вот в этом свидетельстве говорится, что Бог остановил огонь, который не причинил этому храму или молитвенному дому никакого ущерба. So Ellen White and James White helped to build this church financially. Еще раз хочу повторить, что Елена Уайт вместе с супругом помогали финансово построить эту большую церковь. And God protected it from the fire. И Господь сохранил ее от разрушения огнем после землетрясения. Because God wanted that large church to continue. Потому что Богу нравится видеть растущие церкви. In Battle Creek, there was a movement by Dr. Kellogg and A.T. Jones to take the Battle Creek Tabernacle away from the church. А вы, наверное, помните из адвентистской истории движение, возникшее в Батл-Крике, связанное с известным врачом Келлогом, который хотел отобрать для своего санатория большое здание молитвенного дома. This was a church that held several thousand people. Это была церковь, которая вмещала несколько тысяч человек. Ellen White could have said, "We don't need that big church," but Елена Уайт могла сказать, а нам все равно не нужна такая большая церковь. she said to the church, "I want to warn you that they're trying to take this church away." Но она говорила, я хочу вас предупредить, что эту церковь заберут от вас, давайте молиться об этом. And then even Ellen White, when she's writing about all the large churches, many of them around the world. И в то время, когда Елена Уайт еще жила и писала свои свидетельства, много больших крупных общин было во многих местах мира. She often had some very hard counsel for some of these large churches. И очень часто она выступала с предостережениями в адрес больших общин. She never said that they should not exist. Но она никогда не говорила, что они не должны в таком количестве существовать на земле. She said they should operate differently. Наоборот, она призывала их по-другому увидеть свою миссию в мире. I believe her, from my studies, that her vision for a large church was that it was to grow strong and then be a resource center to send missionaries around the community. Наоборот, изучая то время, я понимаю, что большие церкви она рассматривала как человеческие ресурсы для расширения Божьей работы на других территориях. And so she did everything she could to help our large churches to become great places where good ministry could happen. Она сделала все возможное, чтобы наши большие общины в то время могли быть полезными и нужными в Божьей работе. So why do our churches plateau? Итак, почему наши церкви остаются в состоянии застоя или отсутствия роста? Our churches are the size that they are because they were designed that way. Наши общины остаются в состоянии застоя, потому что они были задуманы изначально такого количества. If they're designed like this, they can only do so much. Если они задуманы вот по такому типу, ничего другого там не произойдет. If you change the design, then you get different results. Если вы меняете тип, систему, структуру вашей общины, вы можете получить другой результат. Dallas Willard said, "Our systems are perfectly designed to produce the results that we are now experiencing." Наши системы идеально предназначены для получения тех результатов, которые мы сейчас имеем. Один из докторов богословия сказал. Do you like the results that you're receiving right now in your church? Нравится ли вам результат, который вы наблюдаете в ваших общинах сейчас? If you like the results and you're growing well, don't change anything. Если вам нравится результат и рост вашей церкви хорош, ничего не изменяйте. But if you don't like the results,
you will have to change the structure of the church if you want to grow. Но если вам не нравится результат, вам нужно изменить тип, систему, существующую внутри вашей церкви, чтобы добиться какого-то результата. When I was in seminary, they only taught us one way to structure a church. Когда я был в семинарии студентом, нас обучали, как создавать церкви одного типа. At least when I was my seminary was at Andrews University in Michigan. По крайней мере, там, где я обучался, это была семинария института Андрюса. And what they taught us was one way to structure the И church. когда нас обучали, я видел, что нас приглашали к созданию одного типа общин. And what they taught us was how to structure it to be a small church. И нас учили создавать маленькие по количеству общины. In North America, the median size of an Adventist church is about 35 to 40 members on В attendance. Соединенных Штатах Америки сегодня церковь, средняя церковь по количеству, это 35-50 человек. There are some large churches, especially near institutions. Есть, конечно, большие или крупные общины, они располагаются в студенческих городках, But most of the churches are very small. но большая часть общин небольшие по количеству. So I need to try to illustrate that to you today with M&Ms. Я должен проиллюстрировать, как это происходит, наглядно сейчас перед вами конфетками M&M's. Do you have, you've had some of this candy before? Вы видели такие конфеты у вас в магазинах? I have to admit I love chocolate. Я должен признаться, как мне нравятся шоколадные конфеты. They hear your voice, it's probably close. They're saying they want me to share? Yes, Maybe. they say, we say, we also like the chocolate. Нам тоже нравится. Вот особенно вот те. The problem is that today each M&M is going to represent a member of the church. Проблема в том, что каждая конфетка M&M's будет представлять сейчас члена церкви. Pastors are not supposed to consume their members. А пасторам запрещено употреблять пищу членов церкви. But if your church is structured like this, Если ваша церковь построена или задумана вот по такому типу, several people get together and they say, we're going to structure our church this way. несколько человек собираются вместе и говорят, вот такой будет наша община. And you see this church can hold all the people that came at first. И как вы видите, эта церковь может вмещать только тех, кто пришел первыми. And you can have evangelism and you have a few more. Да, и вы можете проводить евангельские программы, еще несколько подойдут к вам. But you get to the place that this can only hold so much. Но вы подходите к такому месту, когда людей разместить больше негде. And this church can have evangelism again and again and again, and it's not going to get any И larger. эта церковь может проводить евангельские программы одну за другой каждый месяц, но ничего не изменится в ее росте. In order for this church to grow, it has to change its structure to Для something того, different. чтобы начать расти этой церкви, нужно поменять структуру общины. Once it changes its structure, it can continue to grow. Когда структура будет изменена, церковь опять может начать расти. You can have evangelism again and more Опять people join. евангельские программы проводятся. And it will continue to grow because there'll be more evangelism. Они продолжают свой рост, потому что евангельское семя возрастает в сердцах людей. But there comes a place that they can't do any more Но evangelism. наступает время, когда люди опять начинают уходить. Они больше не задерживаются. It can't grow anymore. Они не могут больше расти. It is holding just what it was structured to hold. Потому что там может быть столько членов церкви, насколько задумана эта община. So what must it do? Что нужно им сделать для этого? Change the structure. Change the structure. Измените структуру церкви. Now it can grow for a long Вот time. теперь долгое время она может расти количественно. And so it grows and it does more and more Все evangelism. больше евангельских программ приносят результат. The conference says this pastor is very successful because the church Конференция is growing. или унион церквей говорят, какой же успешный пастор, так быстро у него община растет. But eventually it starts
filling up, and it Но can't hold приходит anymore. время, когда община заполняется и опять останавливается в росте. It has reached a plateau, an attendance barrier. Она достигает своего барьера роста или посещения. What must it do? Что нужно сделать? It must change its structure. Опять поменять структуру. Now it can have lots of members. Вот теперь вы можете много членов церкви разместить. The town is empty. Everybody's back. Да, вот уже все там туда пришли. And it could keep going right on. В городе больше нет ни адвентистов, все стали адвентистами. Но вы можете продолжать расти. Then it will need to be, the structure will need to be changed again to even bigger. И тогда вы можете поменять еще раз структуру для того, чтобы больше людей могли чувствовать себя как дома. So if your church is like this, Если ваша церковь задумана такой по размеру, and you would like for your church to be like this, а вы хотите, чтобы ваша церковь сразу стала по размеру вот такой, then you will have to change the structure as you grow. вам нужно потихонечку или медленно идти к тому размеру, который вы видите сейчас перед собой самый большой. По структуре, по системе. Does that make sense? И имеет ли это смысл, то, что я говорю сейчас перед вами? And over the next, I have 2 more lectures, and we will talk more about what it means, how to change. Еще 2 лекции у меня, и я расскажу завтра и послезавтра, каким образом это достигается, вернее, завтра и в воскресенье. But if you stay the same structure, you will stay the same size. Если вы ничего в структуре не измените, вы не сможете изменить количественно вашу общину. I'm going to show you examples of churches that I pastored. Я покажу сейчас на примере некоторые общины, в которых я был пастором. This is a church that grew for about 10 years. It grew and then it fell off. Вот эта церковь, которая в течение 10 лет от начала своего основания, вы видите, рост был, падение, а затем выровнялась она, достигла своего барьера посещения. It started with about 20 members. 20 членов церкви было, опустилось до 9 или 10. There were only 10 members when I came to become pastor of this church. Когда меня назначили пастором, в ней было 10 членов церкви. And we changed the structure. Мы поменяли структуру, And once we changed the structure, this is what happened. и как только мы поменяли, в течение 5 лет, вы видите, в 5 раз выросла по количеству община. So you see that it works, that it just wasn't growing, but then when you change the structure to go to the next level, it grew. Как вы видите, это тут же сработало в этой конкретной общине. Как только структура была изменена, наблюдается рост. This is a church that started about 60 members. А вот эта община, где я тоже был пастором, начала свое существование с 63 или 64 членов церкви. I became pastor right here. Я начал быть пастором или приступил к служению где-то на 15-м году ее существования. Before I got there, you can see that it was pretty well plateaued. И вы видите, что последних 5 или 6 лет они опять тоже остановились в своем росте. Because it was only structured for this amount of people. Поскольку они были задуманы на такое количество людей, не больше. They did evangelism on a regular basis every year. Каждый год они проводили регулярные евангельские программы. We changed the structure and it grew to the next И level. изменилась структура, и изменился количественный рост самой общины. Show you one more. Еще одну покажу вам. This is a church you see grow and then it plateaus. Вы видите рост первоначальный, а затем застой. This church was in Houston, Texas. Эта церковь была расположена или сейчас находится в Хьюстоне, штат Техас. And when I started pastoring this church, it was 160 so members. И я, когда стал пастором, было там 160 членов церкви. We changed the structure. Изменили мы систему или структуру церкви. And in so many years it became 300. В течение нескольких лет церковь выросла до 300. The church, 3 years ago I was pastoring a church. Всего лишь 3 года назад я был пастором одной общины.
I was a ministerial secretary at a conference. В конференции я был секретарем пасторской ассоциации. Then I became the secretary of a conference. Затем меня пригласили быть исполнительным секретарем конференции этой же. But I discovered that the most important position in the church is the local pastor. Но я обнаружил, что самое важное служение на уровне церкви или в нашей церкви это пасторское служение. More important than anyone in the office. Самое важное служение, сравнивая с любым служением в офисе, конференции, униона, дивизиона, генеральной конференции. And my conference office had no baptistry. В конференции, где я был тоже пасторской ассоциацией или исполнительным секретарем, не было бассейна для крещения. So I went back to the local church. Я вернулся обратно в местную общину. And pastored in Austin, Texas. И совершал служение как пастор в городе Остин, опять же, конференции Техас. A church that had about 150 people in attendance. В ней было около 150 человек, которые посещали регулярно. And we changed the structure of the church. Мы изменили структуру церкви. And now there are, when I left, there was about 300 people in attendance. И когда я уехал оттуда, больше 300 человек посещало богослужение. I was in that church about 2 weeks ago. 2 недели назад я был в этой церкви. And there are closer to 400 people there now. И они сейчас уже достигли отметки 400 членов церкви. What are some of the things that need to be changed? Что необходимо изменить, когда мы говорим об изменении структуры местной общины? Here's some design components that need to be considered. Вот несколько компонентов изменений, необходимых для этого. And the local church culture is a very important component. Культура местной общины – чрезвычайно важный элемент. Is it a culture of membership or discipleship? Настроена ваша церковь на приобретение членов церкви или учеников Иисуса? And on Sunday we'll talk more about church В culture. воскресенье мы будем говорить о том, как изменить культуру местной общины. The governance and the organizational structure is very important. Организационное управление очень важно в местной общине. And the communication process and how you get information out to people. Каким образом вы передаете и получаете информацию от людей? How you make decisions is very important. Процесс принятия решений на уровне местной общины. And many of these things change depending on the size of church that you're trying to grow your church И to. перечисленное изменяется в силу того, какого размера общины мы хотим увидеть у себя. Relationships are very, and how you connect people together. Связи, отношения между людьми важны. Small groups and the structure of cells within the church. Малые группы, ячеечные структуры церкви по интересам, Leadership style is very стиль important. руководства. How you discover mission and vision process is very important. Какое видение для миссии у вас? Do you have a mission and vision in your church? Есть ли в вашей общине проголосованное заявление о миссии и видении вашей церкви? A mission and vision tells you what God wants your church to become. Миссия и видение, которые вы обсуждаете с общиной, говорят, чего Бог ожидает от вас. The mission and vision is what you're aiming for. Миссия и видение, то, к чему вы стремитесь как община, ради чего вы существуете. You know what you will become if you aim at nothing? Вы знаете, куда вы попадете, если вы целитесь в никуда? If you aim at nothing, you will hit it. Если вы целитесь в никуда, вы именно туда и попадете. You become nothing. Да, поэтому вы никем не станете. How you train ministry leaders is very Как important. вы готовите кадры для местной общины? The worship culture is very important. Культура поклонения тоже важна. And even the evangelistic style will change depending И on метод size. благовестия или стиль благовестия очень важны. You just have to think about it. Вам нужно подумать немного. You want your culture, your structure of your church like this, or do you want it like this? Хотите ли вы иметь церковь, как на слайде слева от вас или как справа от вас? Your church will become what you structure it to be. Ваша церковь станет таковой, какую вы задумываете ее.
Now, over the next couple of sessions, we'll talk more about structure because I want you to understand more what it looks like at each different В plateau. следующих два выступления мы будем говорить, что необходимо изменить для того, чтобы вы могли увидеть общину, которая вам по нраву или по сердцу. And what you need to do to go to the next level. И что вам необходимо сделать для того, чтобы от одного уровня барьера перейти к следующему развитию. And then on Sunday, we're going to talk about the culture of the local church. А в воскресенье мы поговорим с вами об изменении культуры местной общины. So I think our time is about up. Yes. So thank you very much. Спасибо вам большое. 10 минут перерыв. I do want to say that if you would like my PowerPoints and materials, I have them on a USB drive, and I'd be glad to share. Я только хочу сказать, что у меня мои презентации переведены уже на русский язык. Если кому-то это понравится, захотите вы это иметь у себя, вы можете эту презентацию получить. Okay. Спасибо.